Всем привет, вы на канале Дифи, мы играем в игру Drag Racing уличные гонки. В этом видео я создам свой новый проект, который будет связан с BMW 3 серии, но не в кузове E46, а в кузове E36, то есть на поколение старше. Данная бэха стоковая, ничего здесь не сделано, вот просто купил в автосалоне и стоит, пылится, ждет своего времени, которое вот прямо сейчас настало. Да, я говорил, что хочу сделать BMW Z4, но так как у меня сейчас идет проект перекуп, я не готов влаживать столько денег в двигатель от R-класса. Это слишком большие затраты на данный момент. Так что пока что мы выкручиваемся и делаем вот такую E36. Кузов мне очень по душе. Данный кузов у меня уже есть, но в универсале. Кто помнит, кто не помнит, с нее все началось. И вот этот легендарный автомобиль, который я восстановил, точнее сделал реплику. Это E36 в кузове 328i. А я буду делать сегодня BMW E36 в кузове 323i. Уверен, у нас получится пушечка. Ну и за такой проектик обязательно лайкосик нужно влупить ролику. Подписаться на канал, если вы случайно не подписаны. Также, если вы хотите со мной пообщаться, welcome в комменты. Ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под роликом. Но если у вас есть желание стать спонсором канала, то ссылочка на спонсорство тоже есть в описании под роликом. В общем, сегодня мы прокачаем полностью BMW, но упустим такие моменты, как двигатель. Скорее всего, будет интереснее посмотреть на данные автомобили в свапе, потому что в стоке вряд ли он поедет. Ну, точнее, он 100% не поедет в топ, а вопрос в целом, поедет ли автомобиль, остается такой загадкой. Так что предложение, куда свапнуть автомобили, я жду в комментах. Если вам нравится бэха в стоке, можем ее сделать в стоке. Так что жду вашей инициативы, как вы ее проявите, так я и буду делать бэху. Ну а в комментах еще напишите, какая бэха вам больше нравится. В кузове E36 универсал, седан или же кузов E46. Ну а я начну прокачку, и я бы начал прокачку с турбо, потому что мощности этой тачки не помешало бы. Устанавливаем сюда визгейт, потому что тачка будет прокачиваться на турбо. Также сейчас установим турбинки, но в целом полностью соберем турбо, вот, чтобы не возвращаться сюда после свапа, да и в целом, чтобы не оставлять ничего. Будем делать вот как получится. По турбинке нам нужен акцент делать сейчас не на пиковый момент, мы делаем не стейдж. Нам нужно делать акцент на пиковые лошадки, и больше всего пиковых лошадок выдает турбинка за 480 баксов. Хотя я бы ставил за 520 баксов, она показала себя лучше, но для того, чтобы выжать максимум лошадок, придется ставить за 480 баксов. Хотя она нам не подходит, потому что она 6-литровая, тут как бы странная логика УГ. Наш двигатель 2.3, и он не сможет раздуть 6-литровую турбинку, он бы смог еще раздуть 3-литровую, но почему-то количество лошадок на тонну выдает больше данной турбинки, значит поставим мы ее. Такого же принципа я буду придерживаться и с следующей турбинкой. Также ставлю ее за 480 баксов. Дальше я бы установил воздушный фильтр, если бы у меня были деньги. Если бы нет, я установил бы впуск, чтобы прибавить лошадок. Интеркулер и тогда уже пайпинг. Но так как деньги есть, я все устанавливаю по очередности. Все детали устанавливаем топовые. Никогда не вижу смысла экономить на качественных проектах, которые вам нравятся. Делать что-то просто чтобы сделать, я бы не делал никогда. Вот мне кажется, что это худшее, что вы можете придумать, когда у вас небольшая сумма, вы ее вложите в то, что вам особо и не нравится и особо ничего не принесет. Такого никогда не делайте, лучше подкопите, соберите и тогда уже делайте. Ну а мы продолжаем прокачивать и собираем выхлоп. Обычную стоковую баночку ставлю, также пламя-гаситель. Ну и паучок. Все детали топовые, и мне кажется, это идеальное сочетание вот до этого автомобиля. Тут не нужны какие-то выхлопы на выкрутасах, вот обычная стоковая баночка будет смотреться идеально. Подвеску. Подвеску пока что я трогать не планирую, как и двигатель. Подвеску я соберу чутка попозже. Хотя в целом денег на подвеску у меня хватает, но я это сделаю чутка попозже. Пока что я бы собрал кузов и поставил бы, возможно, обвесы, но, как по мне, обвесы данному автомобилю не нужны. Да, обвесы хорошо смотрятся и в стрите, и в спорте,
но и стоковые мне тоже нравятся, так что весы пока менять не буду. Ставлю сюда антикрыло, трачу, кстати, бюджетные деньги из проекта Перекуп, но ничего, эту сумму я отобью буквально за полдня, даже может быть и меньше, за одну перепродажу. Также нужно поставить вилли-бар. Вилли-бар нам пока нужен, пока автомобиль заднеприводный, но в целом его нужно ставить, когда на автомобиле есть хотя бы 1000 лошадиных сил. Мы его можем не ставить, но я думаю, что все-таки можно просто потратить 280 тысяч и установить вилли-бар 0,8 метров, хотя по факту тут 0,6 бы смотрелся неплохо, потому что если автомобиль мы свапнем не в Q-класс, то велик мы снимем по-любому. Дальше, облегчение, как всегда, алюминиевые, полностью весь комплект, крыша, капот, багажник и кузов, и вот таким образом мы собираем кузов. А подвеску мы не трогаем, мы только трогаем колеса, ставим сюда вот покрышки и диски. По покрышкам, я думаю, 14 радиус можно поставить такой же, как и на М3, и тут 14 стоит. Можно поставить 13, но мне кажется, что на 14 авто будет ехать лучше. Так что я устанавливаю диски 14 диаметра и устанавливаю поверх покрышки. Покрышки будем ставить не просто какие-то покрышки, а поставим слики. Хоть нам особо и не нужен тот зацеп, но чтобы в дальнейшем ничего не менять, сразу ставим то, что нам пригодится. Устанавливаем слики, да, и с подвеской в данной серии заканчиваем. Так же самое, как и не начинаем с двигателем. После чего мы идем в стайлинг. В стайлинге я хотел бы поставить обязательно полочки. Мне кажется, полочки к данному автомобилю очень и очень хорошо идут. Также изменим цвет фары. Ну и я бы поставил, возможно, какие-то диски из последних каких-то новеньких. Нет, можно было бы, конечно, и BSS поставить. Они тоже неплохо смотрятся на данном автомобиле. Но мне кажется, автомобиль хорошо и на штамповках смотрится. Если накинуть полочки, то на штамповках он бы смотрелся неплохо. А вообще, давайте сделаем так. Я сейчас накатываю сюда полочки. Ставим самые маленькие по 5000. Огромные, мне кажется, не будут смотреться. Вот такие маленькие будут как раз аккуратными и красивыми. По 5000. Установил. Дальше показываю вам те диски, которые я бы рассматривал бы. И в комментах вы пишите, какие идут данному автомобилю больше всего диски, те я установлю в следующей серии. Можно вот такие из последних поставить по 100 баксов, либо же вот за 20 700, вот такие вот две, вот такую еще можно поставить, или вот такие. Но еще BSS можно поставить. Вот, пишите этот, короче, вот последние 4 за монеты и последние 2 за баксы. Какие ставить, и я те и поставлю. Мне кажется, самые последние за баксы смотрелись лучше всего, если не брать в расчет BSS. Так что, пока что так. Свечение фар ставим за 17700, мне кажется, оно идеально подходит к данной бэхе. И со стайлингом мы пока что в этой серии прощаемся. Куда мы пойдем дальше? Нам нужно покрасить автомобиль, сделать тонировочку, и покрасить можно было бы еще диски и полочки. После чего я прокачаю автомобиль чертежами. Но давайте пока разберемся с покраской. Тонируем, ну прям наглухо давайте затонируем ее прям в черный максимально. Мне кажется, прозрачные стекла к данной тачке не идут. По дискам. Диски можно было бы сделать в черный, и тогда уже сделать и в полке черный, было бы неплохо. Либо оставить их чисто в белом. Но тогда, я думаю, будут сильно бросаться диски, а не сам автомобиль. Можно вот так скомбинировать. Но все равно тогда акцент как-то падает на колеса, потому что белый цвет сильно выделяется. Так что нужно определиться, чисто белый или чисто черный. Но мне кажется, лучше всего сделать чисто черный, чтобы акцент был на самом автомобиле, а не на покрышках, колесах, на дисках. Мне кажется, вот реально акцент должен быть на автомобиле. Черные не так сильно кидаются в глаза, они как-то смешиваются с тонером, с некоторыми элементами автомобиля, так что пусть пока будут черные. Куда мы пойдем дальше? Дальше нужно еще установить какие-то автомобильные номера. Поставить, так сказать, автомобиль на учет. Хотелось бы поставить ее на Запорожье регион или же на Днепр. Но пока что я не вижу почему-то ни Запорожье, а вот Днепр есть, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, такс. И где?
не вижу что-то Запорожской области. Ну, должна быть, есть у нас Запорожская область, и есть там запорожские номера. Где они? У меня даже на автомобилях где-то в гараже стоят. Не знаю, может быть, какие-то лаги, где-то не прогрузилось. Но вот запорожских номеров не вижу, так что ставлю Днепропетровскую, давайте, область. Хотя заезженная тема, давайте поставим на Волынскую область. Одна из таких прекрасных в плане пейзажа в областей Украины. Ну, красиво там очень. Леса, ну, такое погулять можно. А ради интереса давайте посмотрим номера, какие тут есть. Я помню, что была Запорожская область. Вот это Херсон, это Севастополь. Так, Запорожье вроде бы начинается на АР, но я почему-то не вижу таких в гараже. Ладно, наверное, искать смысла нету, но, честно, было желание вот поставить на Запорожскую область, почему бы и нет. Но раз такой возможности пока что нету, поставлю вот, как я и сделал, на Волынскую область. А вообще разрабам стоит заморочиться и обновить список областей. Их, во-первых, становится больше, там всякие номера в Киеве, КАИ, КА, ну такое в общем. А пока легенькая прокачка чертежами. Полетели. Прокачал я в белые, зеленые чертежи, синий не трогал, потому что это проектные, оранжевые тоже. Легенькая такая прокачка. И результат в 361 лошадиную силу, вот после прокачки мы добиваемся. Мощность 471 лошадка. Но это не все. Стоит зайти в тюнинг и немножко поднастроить пару параметров в автомобиле. Это антикрыло, это самое легкое, что может быть. Над ним можно, конечно, заморачиваться, но большинство игроков ставит 5 единиц, чтобы автомобиль прижимался к земле. Дальше, давление в шинах. У нас задний привод, так что переднее колесо мы качаем все 4 атмосферы. В заднее мы накачаем где-то 1,80. Потому что чем меньше давление, тем больше зацепа. Мощности у нас немного, поэтому сильно от 2 единиц отходить я не собираюсь. Так что пока что 1,80. Сохраняем. Дальше, подвеску, КПП, чип не трогаем, диностенд не трогаем, регулировка наддува. Вот сейчас мы прибавим немножко лошадок. Ставим жесткость пружины 100%, делаем тест. После теста мы видим, что турбинка раздувается, у нас нету никакого передува, износа не будет, сохраняем. И вот таким вот способом мы добиваемся уже 550 лошадиных сил на тонну. Для УГЭ это вообще немного, и для босса, и для турниров это как бы даже мало. Но в реальной жизни, если бы у меня была такая Е36 на легком стейдже 2, наверное, 550 лошадок, я был бы самым счастливым человеком. И реально, я думаю, вот в ближайший год я куплю себе BMW 3 серии, либо в кузове Е36, либо в кузове Е46, что получится найти в нашей стране. Потому что реально таких раритетов в хорошем состоянии осталось, ну уж очень-очень мало. Буду, в общем, работать, трудиться, также вы, может быть, меня поддержите, будете спонсорами канала, и тогда будут, возможно, выходить какие-то влоги. Да, я хотел бы выпустить ролики по Запорожцу, но пока что еще не время, пока что не готов вам показать, да и вы какие-то в последнее время не особо активные, и вот мои старания, я думаю, рассчитывают большего. Хотелось бы увидеть прямо отдачи, так что ролики по Запорожцу выложу где-то на 10 тысяч подписчиков, может на 15, чтобы аудитория побольше посмотрела, может вам зайдет, и тогда мы ударимся полностью в автотематику. Ну а мы возвращаемся к заезду. Стартуем мы на такой Е36 заряженная, видим, что с небольшим буксом был старт, потом автомобиль неплохо едет, но видно, что было бы неплохо ему с пневмошифтером, потому что после каждого переключения нас отбрасывает, но тем не менее, 17 секунд, 93 сотые, это 804 метра, скорость на финише 253 км в час, и это результат хороший для реальной жизни. Для игры это мало, конечно же, но мы только начинаем. В следующей серии данный автомобиль прям преобразится, мы его еще больше вкачаем, и он еще лучше поедет. Так что в комментах не забывайте писать, что делать в стоке, делать в свапе, если в свапе, то в какой класс, от чего мотор. Обязательно это все указывайте. Также можете проголосовать против, сказать, зачем тратить ресурсы на этот автомобиль, и как бы где-то с вами будет кто-то согласен. Это безусловно. Пока что мы добились 550 лошадиных сил в этой серии. Также не забывайте указывать, какой вам автомобиль больше нравится. Е36 в кузове седан, универсал или М3 в кузове Е46. Ну и
Спасибо вам за просмотр. Не забывайте о лайке, о подписке. Также напомню, что ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под роликом. Ну и если у вас есть возможность канал поддержать монеткой, вы можете стать его спонсором по ссылке в описании. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами был как всегда Дифи. Всем пока-пока.